Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. В этом видео предлагаю выяснить, какой же все-таки сейчас год, кто у нас время воровал, и привести основные доказательства древнего летоисчисления славян и показать те временные смещения, которые нам известны. Потому что сейчас вообще-то мог быть 1724 год, то есть человечество где-то потеряло 300 лет своей истории. Об этом заявил немецкий историк Герберт Иллик в 1911 году. Он опубликовал расследование, которое гласит, что потеря произошла из-за регулярной смены календарей у разных народов и неверной трактовки документов или намеренной фальсификации. То есть, если посмотреть на нашу историю, то в недалеком прошлом, примерно с 7 по 10 век, очень мало документов. То есть их фактически нет. То есть отсутствуют какие-либо ни было сведения. И это все получило название «Темные века». Почему-то это чудесным образом совпало с внедрением массовым христианства. Ну, почему это так, мы посмотрим дальше, но на самом деле как раз «Темные века» это исторический термин. Он как раз подразумевает период 6 по 10 век, потому что нам об этом ничего не известно, либо этого просто не было. Просто взяли и удлинили историю, например. И при этом мы сталкиваемся с тем, что, например, античность сменяется христианством. То есть происходит смена эпох, смена календарей. И тот календарь, по которому мы живем сегодня, он фактически придуман в те времена, только немножко трансформирован. Зачем нам это надо? Потому что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Нам нужно знать прошлое, учитывать эти ошибки, жить настоящим и на этом основании строить будущее. Но когда же началось летоисчисление, которое большинство сегодня использует? То есть Дионисий Малый, римский аббат, почему-то он называется один из скифских монахов, он уроженец Малой Скифии. Он как раз является основоположником летоисчисления от Рождества Христова или от нашей эры. Но делал он это примерно в 6 веке нашей эры. Потом, как мы знаем уже, почему-то нет никаких сведений, что там 300 лет происходило. То есть, либо они изъяты, либо история была удлинена. Ну, оставьте свое мнение в комментариях. Нас даже не это сейчас волнует. Нас волнует в том, что на что же нам ориентироваться, что же принимать за точку отсчета. Можно принять кометы. Например, кометы-убийцу цивилизации, про которые я говорил в прошлых видео. Потому что у нее есть примерно известный нам оборот, и у нее есть циклы. Например, она была как раз в 44 году до нашей эры. Потом она почему-то была в 6 веке. И вот после 6 века тех глобальных катастроф мы потеряли всю информацию, то есть ее просто нет. То есть это фальсификация, или убрали те данные, что там происходило. Поэтому все это надо изучать. Но почему-то это подозрительно совпадает с началами календарей и пропаданием информации о том, что же происходило на Земле. Так я уже читал много раз, я вам показывал, смотрите эти видео, почему эта комета-убийца цивилизации, потому что она там, где она проходит, там и происходят глобальные катастрофы на Земле. Последний раз это было в 1680 году, а в 2254 новая встреча, поэтому надо все изучать, что же происходило. В современном мире она называется Большая комета, или комета Кирха, а также комета Ньютона. Но нам сейчас важно не это, важно другое. Она прекрасно известна. То есть в 1944 году до нашей эры эта комета Цезаря была названа, или Юлиева звезда. Но проходила она точно в 1944 году до нашей эры. Она была очень яркой, ее все видели. И считается самой яркой кометой дневного света в истории человечества. И самой известной кометой в Древнем Риме. То есть и полностью совпадает с этой кометой убийцей цивилизации. Обратите внимание на отечественную инновацию синтезит. Это не просто железо, это результат серьезной научной работы российских исследователей. Вот, например, кровь мужчины до приема синтезита. Эритроциты слипшиеся, нарушен перенос кислорода. Именно это часто становится причиной хронической усталости, заболеваний сердца и сосудов. А теперь его кровь уже через час после приема синтезита. Эритроциты в норме, кровь свободно несет кислород ко всем органам. Это помогает восстановить энергию, улучшить самочувствие и снизить риски инсульта и инфаркта. Не случайно врачи и тренеры именитых спортсменов рекомендуют синтезит.
И вы можете найти сотни отзывов обычных людей, которые ощутили разницу. И, кстати, отзывы подтверждены множеством научных исследований, что вообще очень большая редкость для производителей таких добавок. Ссылка на сайт производителя из соцсети в описании. Только для моих подписчиков скидка 20% по промокоду Виктор20. Успейте, пока действует акция. Вот у меня, кстати, 8 лучей. Обратите внимание, потому что она почему-то подозрительно напоминает Вифлеемскую звезду. Именно эта звезда указала на то, что родился Иисус. И пошли волхвы, как бы, для того, чтобы его приветствовать. Но, подождите, ну так это происходило в 44 году до нашей эры. То есть у нас уже есть календарное смещение в 44 лета. Потому что она была настолько ярким событием и таким долгим, что ее запомнили все. И, скорее всего, так называемая Вифлеемская звезда есть не что иное, как вот эта комета периодическая. Она очень яркая, очень мощная. Ну и последствия встречи с ней тоже, мягко говоря, не совсем хорошие. Притом, если посмотреть на юлианский календарь, по которому большинство так называемого цивилизованного мира живет, то он был введен почему-то 1 января 45 года. Как раз почему-то в районе прохождения той кометы. Может, она как раз натворила таких дел, что потребовала ввести новый календарь. И, грубо говоря, у нас там календарное смещение там не 44, там, а 45-46 лет. Ну, примерно. И потом мы по этому календарю юлианскому жили вплоть до 20 века. И только декретом там Совнаркома нас перевели на Григорианский. Ну, почему это происходило, я говорил в предыдущих видео, что да, юлианский календарь не точный, там накапливалось это календарное смещение в 13 дней, которое вы знаете как новый и старый стиль. И фактически оно имело приблизительную точность, не астрономическую. И папа Григорий в 16 веке как бы провел реформу, чтобы убрать это явное уже всем смещение. Но самое интересное, что в России как бы оно было введено только при советской власти. То есть до этого как бы Россия жила на юлианском календаре, фактически римском, не учитывая даже то, что были реформы григорианские. Ну, григорианский календарь как раз он как бы ввел фактически ближе к астрономическому циклу вращения Земли. Убрал это 13-дневное смещение. И получился новый стиль. То есть, опять же, в истории пропали еще 13 дней. Потому что кто-то, мягко говоря, не учитывал циклы Земли и Солнца. Но это даже не самое главное. 13 дней как бы можно пережить, ну а 44 года. И как же в России он появился, этот календарь, тоже очень интересная история. Потому что юлианский календарь был введен реформами Петра I. И начинался он от 1 января 1700 года. Но у меня вопрос, и вы напишите свое мнение в комментариях. Существует улучшенный григорианский календарь, а Петр I вводит юлианский, старый, неточный, но он как бы соответствует Римской империи. При этом он отменяет древнейший славянский календарь, потому что он как бы описывает события за прошедшие 7000 лет. Чтобы у вас не было этих лишних вопросов, а что там 7000 лет происходило. Ну зачем? Вот вам дали юлианский. Причем он несовершенен. Его же пришлось как бы реформировать в 20 веке, чтобы хоть как-то совпадать с солнечными циклами движения Солнца и Земли. Отсюда у вас появился как бы новый старый стиль. А какой правильный? Правильный это цикл Луны, Солнца и Земли, по которому и построен как бы основной древнейший славянский календарь. Вот здесь документ принят с греками о вере. И люди не могут понять, что это за разные здесь числа стоят. То есть Суханов считает здесь какой-то 158 год, а от Рождества это получается 1650. Ну, путаница здесь происходит, потому что, опять же, это древнейший славянский календарь используется. Просто по нему тогда шло лето 7158. Или по юлианскому стилю 1650. Вот и весь секрет. То есть, если вы посмотрите на реформы Петра, то есть на 1700 год шло лето 7208, и проведете расчеты, то вы увидите, что все справедливо. Это 158 лет без учета тысячелетий славянской истории. А это очень важно, потому что в древности мы сейчас увидим, что тысячелетия отбрасывали. Понимаете? И оставляли только как бы последние 3 числа даты.
Ну, потому что тысячелетия, извините меня, каждый день не меняется. Надо было экономить как раз место для письменности. На монетах не было смысла это все чеканить. Поэтому, когда есть вот такие 3 числа, знаете, это какой-то древнейший календарь просто используется. Вот и все. Поэтому там все закономерно, просто вам запретили этот древнейший в мире славянский календарь. Да, он именно славянский, он имеет подобный вид. Чем он отличается от того же еврейского или того же мусульманского? Они все построены на лунных циклах. А славянский построен на циклах Солнца, Луны и Земли. То есть ощутите разницу. И там есть как раз и 40 дней, и 9 дней. То есть те обряды, которые вы сегодня используете, те же похоронные, они именно родом из этого календаря. И на сегодняшний день это идет лето 7534 до сентября 2026 года по Григорианскому календарю. И смысл в том, что этот календарь древнейший и точнейший на Земле. Он имеет астрономическую точность. Обратите внимание, как записываются даты. Буквами, но потом стоит как бы титло, указывающее на то, что это на самом деле как бы не буквы, а числа. И подобный знак 1000 там внизу стоит. То есть это не просто там 7, а 7000 и пошла дата. Ну, то есть своеобразная запись. И где мы ее видим? Мы видим, я бы сказал, на памятнике тысячелетия России. То есть это величайший позор тех, кто называет себя учеными, тех, кто учился в школе, в институтах, получил дипломы, имеет широчайший доступ к информации из интернета. И на памятнике тысячелетия России написано лето 6370. Ну, я, конечно, дико извиняюсь, а вам что, совсем не интересно, что там 6000 лет до этого происходило? При том, что я в своих видео показывал, что до времен, пока там сатанисты зарубежные не стали вмешиваться в российскую историю, она как минимум начиналась 5300 лет назад и начиналась на Ближнем Востоке с расселения выживших родов славяно-арийских народов, которых было как минимум 72. Это вся эта история с Ноем и расширением его сыновьями. Опять же, троица сыновей расширяется. И можно сказать, ну так подождите, я же говорю, это там чьи-то там византийские календари, там, она столько не существовала. Ну так может еврейские. Я повторяю, в еврейском только цикл Луны. Здесь цикл Солнца, Луны и Земли. Причем астрономической точности. Причем, если обратиться дальше и посмотреть, то мы подобные же даты видим, например, на королях Боспора. И мы прекрасно можем прочитать, что это Василев Сауруматов. То есть задолго там, до просветителей так называемых. И здесь опять 3 цифры стоят, ну, в виде букв. Ну, отбросили они тысячелетия. Если посчитать по-нормальному, а тогда шло 5000 с чем-то лета, то это 20-й год, так называемый, до нашей эры. То есть применение древнейшего славянского календаря на древних артефактах позволяет четко установить, когда они производились. При том, что ученые там, ну, дают очень большой разброс. Они говорят, ну, примерно там 100 лет туда-сюда. Здесь не надо туда-сюда, здесь все четко. И опять же, те же савроматы, это смесь амазонок и скифов, которые по истории, опять же, попали на Волгу именно с Ближнего Востока. Это все, что я показывал в предыдущих видео. Просто перейдите, посмотрите. То есть вот здесь найдены эти монеты. Понятно, что они контролировали основной торговый путь. Почему они здесь и чеканились. Почему здесь как бы находилось скифское государство и сарматское. Ну, повторяю, по истории сарматы или саврауматы это всего лишь смесь скифов и амазонок. Вот и вся разница. Опять же, по древнегреческой истории. Ну, по факту это так и было. Тоже напоминаю, что так называемые дикие скифы почему-то живут в городах, почему-то чеканят свои монеты еще с 7 века до нашей эры, и на них еще есть и письменность, которую, опять же, мы можем прочесть и сегодня. Вот перед нами как раз монета примерно 4-5 веков до нашей эры. И тут как раз самый выдающийся скифский царь. Ну, знают об этом историки? Знают. Так извините меня, а кто же им все это делал? Позиция историков простая. Все делали греки. В городах при Черноморье жили скифы, монеты со скифскими надписями, скифской системы, скифские боги, поэтому все это греческое. Ну, мы уже были в Греции, показали, что прародители греков, это тоже скифы. Скифский Прометей есть прародитель греков. Он опять же нес
культуру, возрождение технологий. Он же был прикован к скале, пожертвовал собой ради людей, мучился очень долго, ничего не напоминает, чьи-то мучения за людей. Ну, притом он мучился как бы десятки, а то и сотни лет. Ну, это я все показал в видео, перейдите, посмотрите. Нам более важно, что делают ученые-мужи. Они, когда находят подобные артефакты, они начинают лепить какие-то новые эры. То есть вот это были как бы даты особой боспорской эры. А так как рядом-то есть Вифиния и Понт, и там точно такие же монеты, ну там уже особая Вифино-понтийская календарная эра. А потом нам скажут, что Византия непонятно откуда взяла эту календарную систему. Так оттуда она и взяла, это славянская календарная система. Ну как бы здесь четко все записано, когда они чеканились. Но если мы, опять же, веря древней истории, будем и дальше опускаться на Ближний Восток, то мы там опять же найдем древнейшую славянскую календарную систему. Да, здесь по-старому, ну понятно написано, что Иван, наш сын, и сделана эта надпись лето 4040-го. Ну это по буквице так, каждый может перейти и посмотреть. То есть, а сейчас идет 7534. То есть примерно 3500 лет назад сделана эта мозаика. Она находится на горе Неба, потому что это ближайшая точка к небу, возвышенность, рядом там с Мертвым морем. То есть на Ближнем Востоке, где подобных мозаик просто пруди со славянскими как раз летоисчислениями, причем древнейшими. Но научные мужи как бы лепят их на кого угодно, ну кроме славян. Тут это не откажешь, как говорится, в изобретательности. Тоже новые эры придумают. Хотя там есть буквы, которых нет в других алфавитных системах. Ну ладно, это не суть в этом. Дальше, продолжая опять же рассматривать древние календари, мы видим, это как раз книга чудес из Аусбурга. Тоже интересная надпись, 195 год. Ну, разница примерно 365 лет, потому что Магомед рожден в 570 году, после Рождества Христова, ну, по официальной истории. А тут пишется, что во времена Магомета, который умер по официальным сведениям 8 июня 632 года, на острове Дола у Венеции были увидены два морских чуда в человеческом обличье. Огонь и пепел падал с неба в сопровождении радуги, так что люди думали, что настал судный день. Устрашающий гром слышен с моря, последствия большое наводнение, и было много унесено жизни и населения. Ну подождите, у нас как раз после этих чудес нет никаких письменных источников. То есть что там происходило? Что-то падает с неба, наводнение, огонь и гибель огромного количества населения. Еще и календарное смещение. То есть тут материалов для изучения, для понимания просто огромное количество. И сделать это надо. Ну и не надо совершать все-таки ошибки. Потому что, вот посмотрите, например, дата написана 1319 и 1980. Кто-то скажет, ого, какая продолжительность жизни, там 600 лет. Ну не совсем так, не надо ошибаться. Там просто слева как бы идет дата по мусульманскому календарю. А справа, скорее всего, по григорианскому. Если это перевести, то срок жизни всего лишь 39 лет. Просто календарные системы разные. Почему надо это изучать? Чтобы просто не путаться. И не приписывать то, чего, например, там нет. А напоминаю, опять же, почему-то исламский календарь или мусульманский календарь, он введен был в 7 веке нашей эры. Ну, по крайней мере, нам там говорят. И он как бы представляет собой именно лунный цикл. То есть... Опять же, почему-то с тех времен у нас очень мало как бы письменных источников, что там происходило, то есть что привело к изменениям, и когда это происходило, вопрос открыт. То есть христианское летоисчисление это 6 век, мусульманское, к нам говорят, 7. Ну, зачем новые календарные системы-то вводились, что происходило? Вопрос открыт. Также в древних книгах мы читаем о катастрофе, которая произошла, например, в 8 веке до нашей эры. Свидетельствуют еврейские источники, что в 747 году до нашей эры как раз есть там проход кометы Атласа был. И что они пишут? Катастрофа произошла в день похорон царя Ахаза. Это было потрясение. Земная ось сместилась или наклонилась. И заход солнца наступил на несколько часов раньше. Это космическое потрясение описано в Талмуде, в Мидрашиме и упоминается отцами церкви. День укоротился на 10 градусов. Весеннее и осеннее равноденствие сместилось на 9 дней. Ну, извините меня, конечно, но это колоссальные изменения. То есть это катастрофа глобального масштаба. Плюс очень мне интересно, почему мы
раньше нам говорят, что мы праздновали раньше новолетие как бы 1 сентября, еще во времена Петра, а теперь мы его празднуем 22 сентября. Что произошло и откуда взялись эти 22 дополнительных дня? Потому что люди раньше были, ну, нормальные, они отслеживали и праздновали природные циклы. Если вспомнить эту разницу, то уже разница составляет 22 дня. Откуда она взялась? Что за катастрофа там произошло? Что заставило изменить календари в те время? И почему они так часто меняются? То есть это тоже надо все знать, и подобные чудеса ни в каких исторических учебниках у нас, как вы понимаете, не описаны. Но, кроме подобных чудес, чудеса были еще большего масштаба, потому что мы прекрасно знаем, что раньше год был 360 дней, а сейчас он 365. И есть определенные легенды, что там эти 5 дней были добавлены. Где-то они упоминаются как поминальными, где-то там другие соображения. Но сам смысл. Это речь идет про катастрофу Атлантиды и второй луны Фаты. Опять же, в Древнем Египте это бог Тот, который составлял эти календари. Если мы пойдем к майя, то это майянский календарь, который тоже... Он был 18 циклов по 20 дней. А потом пришлось добавлять эти 5 дней. То есть несчастливых дней, которые добавила катастрофа. И потом куда-то ушла вот эта луна Фата вторая. Никто сейчас из науки не знает, что ж это за цикл. 20 на 13. Это цикл луны Фаты. Она как раз погибла 13 тысяч лет назад. Согласно славянскому календарю. Да, все именно так. Если сейчас идет лето 7534, то есть еще более даты глубокие славянского календаря. И, например, вот эта глобальная катастрофа произошла примерно за 11 тысяч 8 лет до так называемого Рождества Христова. То есть это артефакты, на которых показаны эти 3 луны. Их огромное множество. Я все это показывал. Перейдите, посмотрите. А к тому, что когда вам скажут, что вот 7500 это придумали кто-то другие, кроме славян, вы им напоминаете, что есть кроме 7000, есть 11 тысяч 8 лет до Рождества Христова. И там произошла катастрофа Атлантиды и второй луны Фаты. И об этом есть на всех континентах. Все это записано. Наиболее известное высказывание Платона, которые дошли до наших дней, которые он описывает этот континент Атлантида, который лежит там за Геракловыми столбами. Он же говорит, что, ребята, там дальше Америка есть. И это он говорит в 5 веке до нашей эры. Как вы знаете, Америку нам разрешат открыть там в 15 веке. Ну, эти сведения есть, как раз их изучал, собирал Кирхер. Вот на 17 век он показал, где эта Атлантида находилась. И современные исследования, в том числе и мои, это подтверждают, в том числе и наука. Наука прекрасно знает, что 13 тысяч лет назад было глобальное вымирание жизни на Земле. 90% жизни погибло. Об этом знают биологи, там, те, кто занимается раскопками, но историки об этом ничего не знают. Говорят, ну ничего не было. Нет, ребята, было, и все это есть. В наше время легко это доказывается. Ну, посмотрите видео на моем канале, кто не видел. Все об этом я рассказывал. Поэтому тот, кто не понял свое прошлое, вынужден переживать его снова и снова. И чтобы мы пережили, выжили и построили лучшее будущее, мы это изучаем. Поэтому нужно все изучать, чтобы как раз иметь это светлое будущее. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео, кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в 4-ю обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению. Ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон.
Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи, и один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.